Итак, в связи с наплывом того, что мне постоянно присылают видео типа с таким вопросом: вот у меня что-то стучит в двигателе, что это может быть? Я уже просто всем, каждому уже писал и говорил, что не присылайте мне такие видео, я на них даже не отвечаю. Ну потому что откуда я знаю, что стучит в двигателе? Это, я могу угадать просто. Вот. Поэтому я решил сделать этот видеоролик, показать, как, я вот всегда говорю, прослушай двигатель, а как его слушать? Обычно модно пользоваться стетоскопом. У меня есть, стетоскоп, кто не знает, это устройство, которым прослушиваются внутренности человека у врача. Вот. У меня тоже есть этот стетоскоп, но не всегда им удобно подлезть во все эти самые закоулки двигателя. Поэтому для прослушивания двигателя, я сейчас просто попытаюсь это наглядно показать, я использую обычную деревянную палочку. Главное, чтобы она была ровная, сухая, не гнутая. Вот. Можно там, я не знаю, это обычно с какой-то там детской кроватки советской, тут еще цена на 90 копеек есть. Вот. То есть суть, смысл в чем? Один конец я немножко заостряю, так, чтобы можно было пролезть им куда угодно, так? Чтобы прослушать по-нормальному, я поближе подошел, просто чтобы показать, чтобы прослушать, то есть, одним концом упираешься, то есть в двигатель, в точку, которую нужно прослушать. Вторым, вот этой вот палочкой, ставишь ее, вот мочка уха есть, прикладываешь ее, не в ухо засовываешь, вот к мочке ее прикладываешь, вот сюда, вот. И потом палочкой мочку уха, как закрываешь уши, вот ты вот так вот придавливаешь, и великолепно все прослушивается. Я сейчас попробую записать на микрофон, но это, конечно, наверное, нереально будет записать на микрофон. Сейчас мы. Так. Для начала я хочу просто погазовать. На Жигулях, на моих вечно тут цепь тарахтит. О! Немножко цепь тарахтит. Ты, наверное, выйди, чтобы видно было нормально. Так? Да нету дождя, нету. Так, и что мы сделаем? Я попытаюсь вот эту вот палку взять и прислонить к микрофону. Сейчас будет немножко рыпеть. Сейчас, секунду. Сейчас. Ты просто покажи, что... это, конечно, уже из серии издевательства. Хоть как-то показать же надо. То есть, вот. Сейчас. Секунду. Попробуем цепуру. Успокоитель. Вот что-нибудь, работу бензонасоса. Опять же, цепуру. Так, сейчас я верну микрофон, секунду. И вот таким вот образом, прослушивается все остальное. Теперь я хочу сам послушать, что я там показывал. Вот немножко цепура у меня, конечно, гремит. Это и хорошо. Есть хоть о чем видео заснять. Да ё-моё. И вот подобным способом прослушивается отлично, прослушивается клапана, то есть какой именно клапан стучит. Вот по крышке вот так вот ставишь, прослушаешь, какой стучит. Цепь, если это стучит. И все остальные, то есть можно также прослушать генератор, помпу. Вот сейчас вот попробуем. Сейчас я попробую прослушать. Сейчас я сначала сам хоть послушаю, чего оно там мне дает. Так, как назло, ничего у меня не шумит. Ни хрена у меня не шумит. Ладно, сейчас все равно попробуем. Там вот хруст подшипников все равно есть. Так, секунду. Начнем с генератора. Помпа. Шумит, просто тарахтит, это капот у меня тарахтит.
А ну на, подержи палку. Так. А ну-ка, на меня. Ну вот, короче говоря, надеюсь, на записи, конечно, послушаю. Я надеюсь, получилось что-то заснять на микрофон, потому что заснять на микрофон, ну вот просто шум, это, еще раз повторяю, сложно. Ну, в общем, вот таким вот способом прослушивается двигатель. И все. То есть нет в этом ничего сложного, и самому можно это сделать. Палочка, повторюсь, лучше стетоскопа, потому что она тонкая, и можно залезть палочкой в какие-то глубокие места в двигателе, то есть когда-то вниз, там, коробку прослушать. Потому что стетоскопом, ну, не всегда, вот сверху можно это послушать, а вот куда-то подлезть, там, ролик, например, какой-нибудь обводной на ремне, там, генератор тот же, ну, неудобно это делать. Поэтому, я надеюсь, вам это поможет на практике. Вот, на этом все. В принципе, переходите на форум мой «Теория ДВС», там можно задать по этому поводу вопросы, там никуда комментарии не девают. Вот, на этом все, благодарю за внимание. Ссылка на форум в описании.